Японское море– одно из крупнейших морей мира. Его площадь более миллиона квадратных километров, а максимальная глубина почти 4 километра. Обширный, но не глубокий залив Петра Великого находится на границе двух природных зон – умеренной и субтропической. Этим объясняется невероятное разнообразие живых существ, обитающих в его водах. Рельеф суши, изрезанность береговой линии, муссонный климат с умеренно холодной зимой и теплым влажным летом – все это также способствовало формированию сообществ морских организмов. Долгие годы здесь велась интенсивная добыча рыбы и морепродуктов. С начала 70-х отношение к природным богатствам залива изменилось. Промысел был взят под строгий контроль. В 1978 году в заливе был создан первый и пока единственный в России морской заповедник. Долгое время считалось, что в силу глобальности, открытости мирового океана, охрана отдельных его участков не может быть эффективной. Но постепенно стало очевидно, что морская среда подвергается и локальному воздействию. Именно для защиты от такого воздействия и создаются морские охраняемые природные акватории. Сейчас их в мире существует более 3000. Основанный более 30 лет назад, Дальневосточный морской заповедник занимает около 10% площади залива Петра Великого. Он состоит из 4 участков, каждый из которых по-своему уникален. Самый большой – восточный участок. В его составе архипелаг Римского-Корсакова, состоящий более чем из десятка больших и малых островов и скал. Это зона полной заповедности. Здесь запрещены любые виды хозяйственной деятельности. Остров Большой Пелес – самый крупный из островов архипелага. Его загадочное название переводится с французского как «голый остров». Но на самом деле это не так. Просто здесь почти нет деревьев, но в изобилии произрастают различные травы и кустарники, среди которых шиповник с непривычно крупными ягодами, размером со средний мандарин. Берега островов круты и обрывисты. Но на долгие месяцы они становятся домом для одного удивительного животного. С поздней осени и до конца весны на этих суровых каменистых пляжах можно встретить пятнистого тюленя ларгу. Этот вид тюленя широко распространен в Тихом океане, от берегов Аляски до Японии. В зимние месяцы ларга собирается на плавающих льдах, где в конце зимы, в начале весны, приносит потомство. Но тюлени островов Римского-Корсакова сменили неуютный подвижный лед на твердую почву. Здесь образовалась небольшая популяция тюленей, которые проводят зиму и рождают детенышей прямо на берегах островов.
Сейчас конец марта. Лед еще не растаял. Совсем недавно он служил убежищем новорожденным детенышам тюленей. Большинство из них уже ведут самостоятельный образ жизни. Но те, кто родился позже, еще пребывают в счастливом младенческом возрасте. Щенок очень привязан к месту, где появился на свет, и, кажется, готов остаться там на всю жизнь. Но мать, которая еще кормит его молоком, настойчиво требует следовать за ней. И он вынужден уступить. Несмотря на юный возраст, нерпенок прекрасно плавает и ныряет. Но еще пару недель он будет держаться возле матери, постепенно отвыкая от молочной диеты. Все это время она будет учить его ловить мелких ракообразных и моллюсков, подготавливая к самостоятельной жизни. Немного устав, детеныши решают, что для первого раза достаточно. Но мать – опытный педагог, и она не оставляет ему ни одного шанса. Совсем скоро малыш сменит белый мех на пятнистую шкуру и покинет ее общество. Детеныши-подростки поодиночке или небольшими группами нежатся на прогретых весенним солнцем камнях. Но юношеский задор и пустой желудок влекут их в воду. И даже самые ленивые не в состоянии противостоять этому зову. Они резвятся в прозрачных водах, поглядывая на каменистую косу, где расположились взрослые. Для взрослой ларги весна – это период линьки. Всеми силами они стараются избавиться от потускневшей прошлогодней шерсти. Линька закончится примерно через месяц, и тюлени отправятся путешествовать по теплеющим водам залива Петра Великого. Все лето они будут питаться рыбой, накапливать жир, чтобы к осени вернуться на острова, где когда-то появились на свет. Для научных сотрудников заповедника весна наиболее важный период. С Кордона на острове Большой Пелес они ежедневно отправляются на лежбище.
Там ведется непрерывное наблюдение за поведением животных, их учет. Это помогает ученым делать выводы о численности популяций и о состоянии здоровья животных. По последним подсчетам, на островах Римского-Корсакова обитает около 2500 пятнистых тюленей, и ежегодно рождается около 250 детенышей. В 50 километрах от острова Большой Пелес, совсем рядом с корейской границей, расположен южный участок заповедника. Здесь только один остров – остров Фуругельма. Это самый южный остров России. Весеннее солнце с каждым днем становится теплее. Под его лучами, подтверждая положение острова, разрастаются южные представители флоры. На крутых склонах цветет восточная красавица – вишня сакура. По распадкам раскинулись рощи дуба зубчатого, редкого растения, занесенного в красные книги Приморья и России. Под его сенью цветет рододендрон Шлиппенбаха, еще один краснокнижный вид. На солнечных вершинах, стараясь не отставать, тянется к солнцу яблоня. Море быстро нагревается, обгоняя еще прохладный воздух. На острове Фуругельма начинается пора туманов. Вся красота самого южного острова России скрывается под плотным пологом испаряющейся воды. Но туман скрывает не только цветущую сакуру. Это чернохвостая чайка, шумный хозяин этих мест. На острове Фуругельма находится самая крупная в мире колония этих птиц. Здесь их около 50 тысяч. Примерно месяц назад чайки отложили яйца. Скоро начнут появляться птенцы. И без того неспокойные птицы просто не находят себе места в ожидании радостного события. Гнезда расположены очень близко друг к другу, и одному из родителей постоянно приходится стоять на страже. По соседству с чайками расположилась колония уссурийского или японского баклана. Она не такая большая, как чаячья, около 1500 пар. Бакланы откладывают яйца в разное время, поэтому в гнездах можно встретить и взрослых птенцов, и недавно отложенные яйца. Птенцы постоянно требуют рыбы, поэтому несколько раз в день бакланы отправляются в море.
Оставшиеся в одиночестве птенцы находятся под постоянным наблюдением чаек. Этот птенец в большой опасности. Чайки никогда не упустят возможности поживиться. Но чаще всего им достаются выпавшие из гнезд маленькие птенцы или оставленные без присмотра яйца. Взрослым птенцам чайка вряд ли причинит вред, но все же спокойнее, когда родители рядом. Тем более, когда есть корм, который птенцы готовы поглощать круглые сутки. Птенцы растут быстро и в возрасте 7 недель уже способны летать. Неподалеку, на практически отвесных скалах, гнездится другой вид баклана. Это берингов баклан. На берегах Чукотки, Курильских островах численность этих птиц достигает десятков тысяч пар. Здесь, в южной части ареала, они весьма немногочисленны. В прибрежных камнях прямо у воды строит свои гнезда еще одна птица. Это очковый чистик, дальний родственник чаек. Этот вид населяет всю северо-западную часть Тихого океана, от Охотского моря на севере до полуострова Корея на юге. Чистики не образуют больших скоплений и селятся небольшими группами вдоль всего побережья острова. Свои гнезда они прячут среди скал и каменистых осыпей. Два яйца, которые откладывает самка, находятся там в полной безопасности. Кормятся чистики неподалеку, ловя мелкую рыбу на сравнительно небольших глубинах. Птенцы появляются через 25-30 дней. Родители попеременно их кормят. К гнезду они подбираются аккуратно, делая остановки, чтобы не выдать местонахождение птенцов случайно пролетающей чайки. На острове часто встречаются гнезда серой цапли. Сейчас ее численность увеличивается. На скалистых берегах острова насчитывается около 600 пар этой осторожной птицы. На самом острове для цапли и ее птенцов нет подходящего корма. За пищей они летают на озера и лагуны материка. Ежедневно птицам приходится преодолевать от 10 до 30 километров. Но чего не сделаешь ради таких чудесных малышей. В
глубине туманного острова скрыта другая, менее заметная жизнь. Разглядеть ее помогут опыт и глаза специалиста. Борис Бобчиневский уже несколько лет занимается съемкой природы родного края. Вообще начинал еще с пленочного, но я так, друзей фотографировал, там, природу, море. А потом как-то вот на птиц перешел, потому что птиц сложнее фотографировать. Приезжаю сначала, иду на разведку, ищу, где вот скопление птиц. Замечаю, что они в одно место слетаются. С биноклем прихожу, вот в основном нахожу лужу. Если в районе мало воды, ну и какая-то там концентрация воды, допустим, лужа, а вокруг нету ни ручьев, ни луж, то они все собираются в одном месте. И на одной луже можно сфотографировать за день, ну там много видов. Для маскировки я использую китайскую палатку, которую обшил мешковиной, потому что это натуральная. И еще цвет серый, он подходит вот ко всем, как деревья, как листья сгнившие. В принципе, птица его вообще не боится. Она садится на крышу и бегает по ней. С каждым днем ты приобретаешь все больше и больше опыта, учишься чувствовать птиц, чувствовать природу. И, честно говоря, вообще фотография изменила мое мировоззрение очень сильно. Я стал относиться просто к жизни по-другому. Теперь я не то, что там птицу убить, там, не знаю, насекомое какое-нибудь раздавить, убить, лишить жизни. Для меня это вообще недопустимо. Гидрологические условия заповедных вод Приморья благоприятствуют существованию весьма разнообразных сообществ морских организмов. На сравнительно небольших глубинах температура воды значительно ниже по сравнению с поверхностью. Это делает возможным существование в одних и тех же бухтах и тепловодных, и холодноводных видов. На песчаном дне поселились мидии Грея. Здесь же трепанг, или морской огурец. Медленно передвигаясь, он собирает пищу с поверхности дна. Когда-то трепангов было великое множество. Но охватившее южное Приморье браконьерство привело к тому, что теперь редко встретишь этих странных иглокожих. А вот морских звезд здесь огромное количество. Очень распространена в приморских водах морская звезда Потирия гребешковая. Это жестокий хищник. Ее добыча – разнообразные моллюски. Ей не уступает в прожорливости и Дисталастерия колка. Это самая большая звезда в Приморье. Размах ее лучей может достигать полуметра. А это морской гребешок, хорошо известный любителям морских деликатесов. Среди нагромождения камней ходит стая морских окуней.
это территориальные рыбы, и они готовы охранять свои границы от любого непрошенного гостя. Впрочем, морской конек вряд ли может доставить им неприятности. Этот типичный представитель тропических морей прекрасно себя чувствует в водах заповедника. На каменистом дне в хорошо прогреваемых бухтах обычен рак-отшельник. Здесь он выполняет роль санитара, поедая погибших рыб. В водах Приморья обитает самый большой осьминог в мире. Это осьминог Дафлейна. Размах его щупалец может достигать 3 метров. Но несмотря на размеры, увидеть его непросто. Осьминог – непревзойденный мастер камуфляжа. За 30 с лишним лет существования заповедника было сделано немало. Изучен и систематизирован животный и растительный мир его островов, побережий и акваторий. Спасены и восстановлены редкие виды животных и птиц. Но с уходом одних проблем появляются новые. Сотрудники заповедника, ученые, инспекторы продолжают свою нелегкую работу. От рассвета до заката, 365 дней в году, они готовы защищать этот уникальный мир. Благодаря им каждый год список растений и животных пополняется новыми видами, а списки браконьеров – новыми именами. И будем надеяться, что труд этот не пропадет даром, и заповедный мир Приморья останется таким же удивительным и прекрасным.